Добрый день! Сегодня мы попробуем вживую написать код, который на фотографии обнаружает части, которые в фокусе или вне фокуса. Например, на этой фотографии, так как точка фокусировки находилась на середине ботинка, фокус находится только вокруг этой точки. По глубине удаления, ближе и дальше, случается следующее. Если у нас есть какой-то продолговатый объект, условный ботинок, и мы делали фотографию, например, вот отсюда, смотрели на наш объект и точкой фокусировки выбрали вот эту точку, например, потому что точка фокусировки находилась в центре изображения, то все, что находится на этой глубине, очень резкое в фокусе и никак не размыто. Все, что вокруг него в некотором диапазоне, тоже резкое в фокусе и никак не размыто. Но все, что до или после, может быть размыто. Соответственно, эта часть изображения и эта часть изображения, и все, что дальше или ближе, будет размыто. И хочется это обнаружить, чтобы такие части фотографии не попадали, например, в текстуру в случае фотограмметрических задач, ну и каких-то других задачах это также может быть полезно, поэтому хотелось бы решить алгоритм, который в общем случае справляется с этим и делает это достаточно хорошо. Как можно было понять из вот этой математической модели, важные свойства, которые нам позволят решить эту задачу достаточно хорошо, это знать о том, на какой глубине каждый пиксель картинки находится. И, собственно, как будто бы именно в последние года стало возможно решить эту задачу как раз благодаря учету информации о глубине. Потому что сейчас есть несколько нейросетей, которые достаточно хорошо решают задачу single shot depth детектирования, то есть для каждого пикселя определить, насколько далеко от нас объект. Да, это не будет абсолютно точный или метрически аккуратный и точный оценкой, какое расстояние до поверхности, но она дает хорошее представление о том, насколько вот эти части ботинка близко к нам, эти подальше и эти совсем далеко. И этой точности с большими шансами хватит, чтобы с большой степенью уверенности сказать, что здесь находится фокус, и именно такие пиксели находятся на глубине, которая находится в зоне резкости. Вот такая постановка задачи. Если по ней есть какие-то вопросы, то скажите. Собственно, начнем с того, чтобы воспользоваться этой нейросетью, чтобы проверить, что она вообще работает на таком, например, условном тапочке. И дальше будем использовать нейросеть DeepSeek для того, чтобы ускорять себя и заниматься научной частью про эксперименты, про придумывание гипотез, задач и как достигнуть цели. И будем заниматься аналитикой, а писать код будем в меньшей степени, максимально постараемся ускорить с помощью DeepSeek. Мы не используем сейчас какой-то интегрированный код-ассистент, который прямо здесь будет за нас писать код, но мы будем оффлоадить задачу, то есть загружать ее в сторону DeepSeek через браузер. Давайте напишем какой-нибудь питоновский скрипт, который будет точкой входа. И загуглим и изучим, как, собственно, с помощью depth_anything обработать какую-нибудь картинку. Вот я открыл репозиторий с depth_anything, заранее скачал веса, они у меня находятся здесь. Это мне уже не надо. И теперь хочу скачать репозиторий. Соответственно, делаю это из PyCharm в корне проекта, чтобы у меня был подпроект, который будет заниматься детектированием глубины. Но это можно сделать как-то иначе, это такой черновой вариант. Пока оно скачивается, давайте посмотрим, как дальше обрабатывать все это. Мы видим, что здесь нужно будет выбрать, какие веса используются, то есть тяжеловесная нейросеть, вид large, или более легковесная, small или big. Нас это все не очень сильно интересует, мы возьмем вариант по умолчанию, просто чтобы не рисковать и не получать лишних проблем. Мы хотим получить хороший результат, давайте делать так, как рекомендовали авторы depth_anything по умолчанию. И дальше мы чего-то там делаем, запускаем. Здесь будет подгружаться уже скачанные модели нейросети, которые будут давать нам информацию о том, где, собственно, находится глубина. Здесь происходит считывание картинки. Давайте посмотрим заранее подготовленные картинки. Они выглядят как вот этот тапочек, они выглядят как вот эта шишка, которая, например, здесь в фокусе, на фоне не в фокусе. И какие-то такие фотографии. Эта фотография была специально просто задаунскейлена из вот этой фотографии. Оригинал 3 на 4 тысячи пикселей.
Уменьшенная версия 518 на 686 пикселей. 518 как раз потому, что Depth Anything нейросеть работает с даунскейленной картинкой, то есть она сама по себе уменьшает картинку до 518 пикселей. Ну и, соответственно, чтобы немножко ускорить свои эксперименты, давайте начинать все эксперименты именно с этой маленькой картинки, потому что меньше пикселей, меньше данных, меньше нужно посчитать, ну и значит мы быстро будем получать результаты, быстро прогонять все наши этапы обработки и смотреть, что пошло не так, например. Тем временем Depth Anything скачался, и если посмотреть на следующий шаг, это установка зависимости репозитория. Переходим в папку с Depth Anything и выполняем установку всех зависимостей. Это тоже займет какое-то время. Тем временем давайте посмотрим в эту папку и выполним, собственно, шаги по использованию модели. И теперь, пока выполняются установки зависимости Depth Anything, давайте начнем готовить скрипт, который будет обрабатывать картинку. Если есть какие-то вопросы, пока что можно задавать. Да, вот у меня быстрый вопрос есть. Я не до конца понял. Мне понятно, зачем нам depth estimation для картинки, но мне непонятно, откуда мы возьмем изначальную точку фокуса. Мы ее как-то знаем или мы ее тоже будем определять? Да, хороший вопрос. На самом деле понятно, что зависит от случая. Если бы мы решали какой-то частный случай, можно было бы сделать что-нибудь простое, например, специализироваться на том, что наш паттерн съемки такой, что вот как было в примере, мы как раз по центру изображения выбираем точку фокуса. И в таком случае мы бы буквально взяли пиксели с центра картинки, в данном случае вот этот предполагается, да, и его использовали как вот этот источник информации. Могли бы, например, договориться, что пользователь сам ручками тыкает в место, где находится точка фокусировки. Но все это специализируется под конкретный случай, а нам хочется сделать решение какого-то общего назначения, и поэтому нужна какая-то другая интуиция. Интуиция может быть разная. Скорее всего, первое, что приходит в голову, вот у вас, например, какие-то идеи какие-то есть на эту тему? Ну, я не знаю, может быть, есть более базовые методы определения деблюра. И, соответственно, взять просто минимум. Наверняка есть. Но я бы, например, исходил, первая мысль, такая, может быть, немножко наивная, это использовать информацию о том, где находится какая сила градиента. То есть где насколько сильно меняется яркость изображения. Потому что кажется, что там, где картинка заблюрена, например, вот здесь, изменение градиента слабее, изменение яркости изображения, а значит сила градиента слабее, чем где-нибудь вот здесь. Вот такая есть интуиция. Но у этого подхода есть большая проблема. Он зависит от яркости в абсолютных величинах. Например, тут диапазон цветов белый и черный, значит сила градиента будет принципиально выше, чем, например, вот в этой части изображения, где нету такого ярко-белого цвета, градиент будет слабее, при том, что резкость здесь может быть даже сильнее. Получается, что градиент, как мерило, измеряет все-таки не то, в фокусе изображения или нет, хотя он с ним, очевидно, связан по смыслу и как-то коррелирует, но он все-таки измеряет другую вещь, которая нас здесь не подходит. Поэтому предлагается другая метрика, и идея вдохновляется из алгоритма детектирования ключевых точек SIFT. Подход там был, напоминаю, для тех, кто с этим еще не знаком, следующий. Мы хотим выбрать некоторые ключевые точки пятна, и оказывается, что для этого можно сделать следующее. Берем оригинальную картинку, в ней вся фотография содержит кучу информации, есть четкие детали и так далее. Построим из нее даунскейленную картинку, просто размыв картинку немножко, заблюрив ее, например, гауссовым блюром. Мы к этому еще вернемся, мы это и будем, собственно, сегодня делать. Сделаем это еще сильнее и еще сильнее. И в какой-то момент мы, собственно, получим картинку, в которой просто средняя яркость по всему изображению. Это называется пирамида Гаусса. Если мы из каждого уровня вычтем следующий, то мы получим картинку, которая содержит только конкретный уровень детальности изображения, так называемые, в данном случае, высокие частоты. Потому что, по сути, вот эта свертка с гауссовым ядром устраняет все детали, которые меньше, чем вот это, больше, чем вот это вот ядро. Нет, секундочку, заново. Гауссово ядро, вот такое вот, устраняет все объекты, которые по своей ширине меньше, чем вот это ядро. Здесь все, которые меньше, чем вот это ядро, то есть уже такие чуть-чуть больше объекты. Здесь уже довольно большие объекты устраняются и так далее.
Соответственно, в ситуации, когда мы вычитаем из этой картинки эту, как вы думаете, что здесь останется? То есть здесь, как мы обсудили, отсутствуют совсем маленькие объекты и объекты чуть побольше, то есть маленькие по размеру объекты, например, трещина на коре дерева. Здесь устраняются совсем маленькие объекты, средние объекты и большие объекты, такие как дерево целиком. Что тогда останется здесь? Средние объекты присутствовали только здесь, потому что здесь устранялись только совсем маленькие детальные объекты. А здесь средние объекты были устранены. Таким образом, присутствуют ли здесь средние объекты? Если здесь они были, а здесь их нету. Присутствует. Ну да, потому что они не сократятся, их мы не вычтем. Совсем маленькие объекты здесь были устранены, их здесь не было. И здесь они были устранены, их здесь не было. Значит, здесь их не будет. Объекты супер-пупер большие здесь присутствовали, и здесь присутствовали. Значит, они сократятся. Итого, здесь у нас останутся только какие-то средние по размеру объекты. Ну и та же самая история со всеми остальными слоями. Здесь присутствуют совсем маленькие объекты, их как бы компонента. Здесь средние объекты, и здесь совсем большие объекты. По сути, мы разложили картинку на слагаемые, сложив которые мы получаем оригинальную картинку. Мы разложили ее на части. А значит, вот здесь у нас супер-пупер маленькие детали. Как вам кажется, вот можем ли мы из этой информации как-то извлечь, где картинка в фокусе, а где она заблюрена? То есть у меня интуиция такая, что как будто бы, если у нас часть фотографии в фокусе, то в ней вот именно в этой части изображения присутствуют четкие детали. Все остальное, более большие объекты, не являются информацией о том, в фокусе эта часть изображения или нет. Поэтому смысл в том, что мы буквально хотим посмотреть на то, где находятся высокие частоты. В какой части изображения высоких частот много. И именно эта часть изображения в фокусе. Но мы не будем полагаться на это предположение как на абсолютно верное. Может быть, я ошибаюсь и что-то упускаю. Поэтому мой первый шаг, как такого исследователя, экспериментатора, состоит в том, чтобы проверить эту гипотезу, чтобы визуализировать, собственно, эти высокие частоты и посмотреть, коррелируют ли они на самом деле на практике с тем, какая часть изображения в фокусе. Ну и, в общем-то, в этом план. Тем временем Depth Anything поставил свои зависимости, и давайте обработаем первую картинку. Здесь нету еще весов, давайте их сюда перенесем, они были заранее скачаны. Я копирую папочку Checkpoints в папку Depth Anything. Теперь она здесь появилась, в Git мы это ничего не добавляем. Здесь мы хотим добавить путь картинки. Так как я запущу этот скрипт изнутри папки Depth Anything, то путь картинки на одну ступеньку выше, затем папка Data, затем вот эта картинка. И давайте запустим. Ну и пока это происходит, давайте в main функции тоже считаем в свою очередь картинку, чтобы посмотреть на нее вот с точки зрения пирамиды Гауссиана и визуализировать, где там на самом деле есть высокие частоты. Я просто надеялся, что Depth Anything работает, но вот он отработал. Вопрос в том, что он, собственно, сделал, потому что я результата не вижу. Ну вот, результат сохранился в переменную и не сохранился на диск. Давайте сохраним его на диск. У нас есть библиотечка OpenCV как зависимость Depth Anything, давайте ею воспользуемся. Я предпочитаю вместо того, чтобы показывать окошком, сохранять на диск, потому что тогда эти визуализации всегда будут под рукой, и к ним можно будет обратиться в момент, когда это потребуется. depth.jpg. Обратите внимание, что в JPEG-картинке могут храниться цвета, а мы храним глубины. То есть у нас в каждом пикселе что-то типа флоутинга-значения 32-битного вещественного числа. Поэтому, когда мы сохранили это в JPEG и представили вот в таком виде, мы даже можем увидеть, что она 8-битная картинка.
Или иначе мы можем, открыв в редакторе картинок, например, пипеточкой, увидеть, что цвет 76, 76, 76. Вот я двигаю мышкой, вижу, что здесь значение больше. К слову, это нам дает интуицию о том, что значение глубины мало там, где объекты далеки, и велико там, где объекты близки к нам. Ну, вот такая конвенция, такое соглашение в Depth Anything в библиотеке. Может быть, немножко контринтуитивно, я бы предпочел, что 0 был ближе к камере, а большие числа далеки от камеры. Но это никак не принципиально, главное знать, как оно на самом деле, и учитывать реальность Depth Anything алгоритма. К чему я начал говорить о том, что у нас хранится все это в 8-битных числах цветов? К тому, что нас-то это не устраивает. Нам бы хотелось сохранить эту глубину не вот такой цветной картинки, а в виде floating point значений, реальных чисел, чтобы потом в нашем алгоритме этим воспользоваться. Давайте научимся это делать. Я обращусь к LLM за помощью. Как бы я это сделал? Ну, давайте просто здесь код дополним. Save numpy image depth into file. И имея вот такую тудушку, такую задачу для разработки, DeepSeek не только получит контекст, в котором он работает, увидит, что у меня есть OpenCV, что если что, у меня есть NumPy и прочее, увидит, что речь идет про depth, но еще и увидит задачу, которую я ему сформулировал. Давайте попробуем так воспользоваться LLM-кой. Это может быть не лучший вариант, но это то, что мне первое пришло в голову, и если это решит задачу, то меня это и устраивает. Он предлагает, во-первых, импортировать NumPy, во-вторых, повторяет весь код, который я ему уже скинул, но в целом я бы хотел убедиться, что он ничего здесь, например, не испортил, и поэтому не буду копировать код слепую, а скопирую его и сравню с тем, что у меня здесь. В средах разработки от JetBrains есть очень удобная кнопка Compare with Clipboard, которая покажет нам, как код отличается между файлом и тем, что у меня в буфере обмена, который я скопировал из DeepSeek. Ну, если посмотреть на эти два исходника, то DeepSeek просто добавил импорт NumPy и исполнил, собственно, to-do, сохранив NumPy массив и затем сохранив JPEG-картинку. Ладно, давайте посмотрим на эти кусочки кода, скопируем их. Действительно, давайте сохранять и то, и то. Причем заметьте, что у нас уже сработало сохранение в JPEG-картинки, но когда мы это запускали, мы получали warning в консоль о том, что OpenCV, по сути, как запасной план B переключится на сохранение в черно-белом цвете. В целом мы используем OpenCV здесь не по назначению, потому что он не умеет сохранять floating point значения. Итого мы сохранили NumPy массив в виде файла, чтобы потом использовать его 32-битными числами, как есть, и сохраняем визуализацию, чтобы легко было посмотреть визуально и проверить, что все нас устраивает. Причем значения здесь явно преобразованы в 8-битное изображение, черно-белое изображение, которое, соответственно, OpenMP легко без проблем, OpenCV легко без проблем может сохранить. Давайте запустим этот код и посмотрим, что получится. Оно работает довольно медленно, поскольку по каким-то причинам работает, видимо, на процессоре. Давайте заодно этот вопрос тоже исследуем. Выведем здесь в консоль значение девайса того, что используется CUDA, это некий MPS или же CPU. И сохранение глубины сработало, Depth Normalize тоже сработало. При этом Depth выглядит вот так, а Depth Normalized вот так. Потому что... Что мы здесь делаем? Мы вычитаем минимум, делим на максимум минус минимум. Ну, видимо, OpenCV как-то внутри по-хитрому преобразует значение глубин в цвета. В общем-то, мне это нравилось больше, поэтому я просто-напросто сделаю так, что мне нравится этот вид, давайте его использовать. Все. Удаляем эту картинку, она теперь не будет гниться. Теперь давайте проверим, что мы, в общем-то, можем считать эту глубину.
Нам нужно сохранять эту картинку, этой глубину рядом с этой картинкой. Давайте договоримся, что вот у нас есть входные изображения, а мы рядом будем создавать все, что нам нужно. Например, рядом будем создавать почти так же названную картинку, но с суффиксом глубина или суффиксом глубина и numpy. Давайте так и сделаем. Пам-пам-пам. Туду. Здесь у нас есть какая-то переменная, это имя картинки, с которой нужно работать. Здесь давайте извлечем ее название. To-do extract. Естественно, не учитывая расширение файла, то есть JPEG часть мы записывать сюда не хотим. И также давайте создадим папочку, в которой мы хотим работать, чтобы все эти пути были относительные и с ними было легче работать. Когда мы извлечем имя, здесь мы хотим сохранить в файл, у которого имя совпадает с названием картинки. И добавив туда суффикс глубина. То же самое здесь. Но теперь уже суффикс будет не глубина JPEG, а глубина и numpy массив. Точно так же давайте только эту часть кода отправим DeepSeek на выполнение. Он будет писать все равно весь код, но спасибо за то, что он нам помогает. И в целом, на самом деле, теперь уже можно будет считывать эту картинку из нашего основного кода, и мы сможем забыть о depth anything, потому что он сделал свою задачу. Его задача была буквально создать вот эту картинку с глубинами. Итак, давайте посмотрим, как выглядит код, который нам предлагают относительно того наброска, что мы сделали. Сравниваем. Во-первых, слэш не добавляется через коннотацию папки, и название файла делается вместо просто вот такого суммирования. Во-вторых, image name теперь извлекается, и не очень важно как. Наконец, здесь тоже создается уже полноценный путь. Единственное, что мне не нравится, это то, что image name здесь никак не учитывает папку, в которой оно должно быть сохранено. Ну и здесь. Ну и ладно, давайте это мы уже поправим сами. Сюда добавляем папку, в которой оно должно работать. И запускаем. И действительно, оно работало на процессоре, и, скорее всего, поэтому оно занимает так много времени. Но так как сейчас у нас нет задачи оптимизировать depth anything, мы просто любой правдой и неправдой быстро получим результат, и дальше с ним будем работать. И действительно, вот наша картинка, рядом с ней получилась черно-белая визуализация, и рядом с ней лежит numpy файл, который мы дальше сможем использовать. Хорошо, давайте теперь попробуем это, собственно, использовать. Что нам нужно? Нам нужно скопировать код, который все так же работает с папкой и считывает картинку, которая нам нужна. Считывание картинки делалось здесь. И глубину мы хотим считать здесь. Считать мы хотим из вот этого пути. Копируем его. Не забываем добавить импорты. И отправляем в DeepSeek.
Что у нас теперь получается? Мы считали картинку, мы считали глубину, и дальше сможем, собственно, делать наш алгоритм. А наш алгоритм, напоминаю, состоит в том, что мы хотим учесть вот эту специфику, построить вот эту картинку высоких частот и визуализировать, как она выглядит. Вот это все, что мы сейчас хотим сделать. Если это оправдает наши ожидания и высокие частоты будут как раз там, где часть изображения в фокусе, то это вдохновляет, и дальше на базе этого мы пытаемся найти точку фокусировки. Смотрим, что нам сделал DeepSeek. Вот здесь считывание. Ну, мне не нравится, как он предлагает depth, я просто скопировал вот этот вариант. В общем-то, можно было и самому догадаться этот код написать. И я хочу посмотреть на то, как выглядит это массив NumPy, по сути, картинка после считывания. Давайте запустим под отладчиком скрипт main. Мы видим, что у нас есть считанная raw image размер 686 на 518. У нас есть считанная глубина тоже 686 на 518. Все прекрасно. Причем мы видим, что это действительно 32-битные числа с плавающей точкой, то есть обычные вещественные числа. Есть минимальное значение 0, максимальное значение 1125, то есть у нас не произошло потери информации. Оно никак не зажалось в 8-битную черно-белую картинку или что-то подобное. Все замечательно. Здорово. Теперь, если захотим, мы сможем применить depth anything ко всем этим картинкам и с ними работать. Но сейчас наша картинка, давайте даже выпишем ее отдельно. Target. Вот это. И мы будем работать с нею. Давайте еще дополнительно убедимся, что все корректно считалось. Я люблю параноить, поэтому предпочитаю сверять, что размер картинки и глубины совпадает. Поэтому давайте напишем здесь assert, что размер картинки совпадает с размером глубины. Обратите внимание, что когда мы считываем shape, у нас в нем сначала высота, а потом ширина, потому что картинка — это матрица. Матрицы сначала идет количество строчек, а потом количество столбцов. Количество строчек — это ее высота. Значит, именно высоту вначале мы получили. Ну и приятно, что мы отвязались от depth anything, потому что он работал довольно долго, а этот код работает очень быстро. Вот я его запустил, вот он отработал. Теперь давайте построим, собственно, визуализацию пирамиды Гаусян и разницы пирамиды Гаусян, чтобы визуализировать высокие частоты. Я запишу это в виде тудушек и попрошу DeepSeek за меня это написать. Построй, пожалуйста. Даже не так, давайте не пирамиду строить, а просто размоем картинку. Я использую Гауссов блюр. Причем я хочу контролировать степень размытия. Например, пусть она будет 75. Это у меня будет одна как бы картинка высокочастотная, которой я буду работать. И вторая. Следующая картинка на следующей ступени пирамиды Гаусян, значит, в ней сигма будет больше. Размытие гораздо сильнее. И после этого я строю картинку их разницы, чтобы уже в ней остались только картинки, элементы высокой частоты. Давайте для DeepSeek это вот так сформулируем. Все равно пишет по чуть-чуть. Вот, давайте посмотрим. Он не пишет по чуть-чуть, он, в принципе, уменьшил, действительно, он вспомнил мой контекст, но это все не важно. Важно то, что он картинку преобразовал в черно-белую, сделал Гауссов блюр, как я прошу, и более того, он сделал визуализацию на диск. Единственное, что здесь он сделал это визуализацией в виде окошек. Я это не очень люблю, мне больше нравится действительно сохранение на диск. Давайте, в общем-то, воспользуемся всем этим.
начиная от создания черно-белой картинки до всего того, что я попросил. Парам-пам-пам. И теперь он сохранение на диск делал. Давайте сохранение на диск делать в папочку, созданную рядом с картинкой. Соответственно, вот здесь, когда идет сохранение, мы хотим использовать некоторую папку debug. Поэтому давайте здесь сделаем папку debug path, которая выглядит как папка, в которой все наши картинки, плюс название картинки, плюс debug. Дальше мне встроенный в PyCharm автокомплитер предлагает убедиться, что эта папка существует, и я действительно хочу ее создавать, если ее еще не было. Таким образом, я легко смогу смотреть на отладочную визуализацию для каждой из этих картинок. И теперь давайте сохраним это все в эту папку. Мне очень нравится идея нумеровать отладочные картинки, чтобы легко узнать, какая за каким следует, и смотреть их как раз подряд, чтобы видеть все этапы обработки подряд. Соответственно, в самом начале у меня картинка превратилась в черно-белую. Давайте ее сохраним. После этого она была размыта. Число сюда писать не будем, потому что, возможно, мы его будем менять. И следующая картинка содержит в себя чуть-чуть более сильно размытую картинку, после чего сохраняется уже картинка с нашими частотами, картинка разницы размытий. Ну и тоже не забываем добавить сюда отладочный путь. Давайте запустим, посмотрим, что получилось. У меня появилась папка с отладкой. Вот моя оригинальная картинка. Здесь часть, которая находилась в фокусе. Более размытая картинка, оригинальная. Чтобы легко сравнить их результат, давайте откроем их вот так и будем перелистывать. Ну, действительно, когда я переключаюсь от черно-белой картинки к черно-белой чуть размытой, здесь становится все более размытым. Если я переключаюсь еще дальше, то еще более размытой оказывается картинка, но действительно я размыл ее с большим ядром Гаусса. А разница Гауссиан выглядит вот так. Кажется, что в этот момент просто что-то не так пошло с визуализацией. Есть ли какие-то идеи, почему, может быть, так происходит? То есть, например, странно, что почти всюду у нас куча ярко-ярко белых пикселей. Наверное, это не то, на что мы рассчитывали. Какие-то отрицательные числа появились. Или отрицательные числа, да, или переполнение значения случилось. Ну, давайте просто посмотрим, что у нас, собственно, написал DeepSeek. Он вычел из одной картинки другую, и вот здесь возникает вопрос, а может ли быть здесь отрицательное число? Ну, действительно, кажется, что вот вы справедливо заметили, что там могут оказаться отрицательные числа. Ну, давайте это пофиксим. Давайте добавим, например, что нас интересует абсолютное значение. Ведь нас интересует абсолютная сила, насколько большие там частоты по своим абсолютным значениям. Но неважно, отрицательные они или положительные. Это все, относительные вещи. И здесь какая-то нормализация происходит. Я не знаю, что она делает. Давайте прочитаем ее документацию. Интересно, она есть в поставке OpenCV? Ее нету. Альфа 0,255. Что будет, если я просто визуализирую вот так? И это удалю. Давайте просто посмотрим. До сих пор ведь меня сохранение на диск черно-белой картинки не подводило. А вот сейчас подвело. Я сохраняю док. Разница Гауссиана 1, Гауссиана 2. Давайте посмотрим на значение в этом доге. Значение от 0 до 155. Ага, кажется, что в этом разгадка. То есть наши Gaussian-блюры работают с 8-битной картинкой. Можно в этом убедиться, если посмотреть Gray Image. Действительно, там 8-битная картинка. И их результат — это 8-битная картинка. А мы работаем с довольно тонкими материями. Мы работаем с высокими частотами. Это по своим абсолютным значениям очень маленькие величины. И их в 8 битах мы не можем себе позволить хранить. Они часто вообще будут от 0 до 1, например.
Поэтому нам нужно работать с floating point картинкой. Но давайте это и сделаем. Значит, нам нужно здесь в преобразовании цвета работать с floating поинтами. Ну, я, например, не знаю, как это сделать. Давайте пойдем в dpixie спросим. How? Как же сделать это в 32-битных вещественных числах? Ну можно, кстати, просто image было преобразовать в вещественное число. Мне не нравится то, что он предлагает. Он предлагает преобразовать черно-белое и потом преобразовать в 32 бита. Это означает, что... это он все, он черно-белый. Ну, в принципе, можно так сделать, да. Мне больше нравится преобразовать 32 бита до того, как происходит преобразование в черно-белое, потому что тогда у нас будет меньше потери информации. Это, наверное, здесь никакого значимого эффекта не скажет, но, на мой взгляд, это хорошая тенденция стараться не терять информацию на ровном месте. Вот давайте проверим, правда ли, что теперь все типы стали 32-битными вещественными числами. Смотрим на док, действительно 32-битный. Смотрим на гаусианы, 32-битные. И, собственно, сама черно-белая картинка тоже 32-битная. Причем в ней не только целочисленные числа 255 или 6, а еще мы здесь можем видеть, например, 195, 269. Если бы я сделал так, как DeepSeek предлагает, давайте попробуем, то я бы не увидел таких промежуточных значений. Давайте посмотрим на черно-белую картинку. Вот здесь все числа, видите, целочисленные. Мы сделали преобразование после того, как произошла конверсия в черно-белые цвета. А значит, мы потеряли информацию, потеряли в точности. Да, незначительно, конечно. Но, хорошо бы такие вещи понимать, чтобы не случайно не сделать их там, где это было бы значительно. Хорошо, все, у нас все в вещественных числах, ничего не потерялось, все замечательно. Давайте смотреть на визуализацию. Она стала черной, казалось бы, но на самом деле нет. На самом деле в ней видны значения, просто, как я уже говорил, частоты — это довольно маленькие в абсолютных величинах числа, и поэтому они почти не видны. Хорошо, давайте сделаем следующее. Когда именно такое разложение используется для алгоритма детектирования ключевых точек, идея в том, что в высоких частотах может быть какой-то респонс, какое-то сильное срабатывание в двух местах. Ну вот, например, у меня есть difference of Gaussian, есть какие-то высокие частоты, есть какие-то средние частоты. Это все в пространстве одной и той же картинки, просто вот слагаемые частот разные. Соответственно, один и тот же пиксель вот здесь и вот здесь, один и тот же в смысле координат, и в нем есть результат работы на высокочастотном уровне. Не понимаю, почему цвет не меняется. Это очень просто решается. Нужно просто перезапустить рисовалку, да? Работает. Вот у меня есть картинка с высокими частотами и со средними. И вот есть один и тот же пиксель. В нем есть результат работы на высоких частотах, пусть это некоторое А, и на средних частотах, пусть некоторое Б. Могут быть следующие варианты. Либо этот результат А сильно больше, чем Б, либо он сильно меньше, чем Б. Ну, в общем случае примерно так. То, что они совпадают, иногда нас не очень интересует. Нас интересуют какие-то реальные случаи, которые обычные бывают. Если А больше, чем Б, это означает, что здесь
очень хороший объект, который, скорее всего, маленького размера. То есть он показал сильный результат, будучи свернутым с вот таким ядром Лапласа маленького размера. Потому что это высокая частота, то есть высокий слой. У высокого слоя вот эти вот колокола Гаусса очень маленькие. А значит, ядро Лапласа очень маленькое. А значит, раз здесь свертка А сильно больше, чем Б, то значит, здесь вот это наше ядро Лапласа маленькое, а здесь более широкое. Лучше описывает профиль нашего объекта. Значит, объект, скорее всего, маленький. Здесь же наоборот. Свертка с более широким ядром Лапласа дала результат более сильный, чем с маленьким ядром Лапласа. Значит, объект скорее большой. Значит, здесь у нас действительно признак того, что часть картинки в фокусе, а здесь неизвестно что. Здесь может быть какое-то большое пятно и так далее. Смысл в том, что мы хотим от вот таких случаев избавиться. Как от них избавиться? Ну, очень просто. Сделать non-maximum suppression. То есть посмотреть по пикселю на его соседей, и если соседи сильнее, то мы не очень важный пиксель, не очень надежный источник информации, и хотим его подавить. Подавить его, даже если сосед с другого уровня детальности, больше, чем мы. Ну, давайте это сделаем. Может быть, есть какие-то вопросы пока или мысли. Так, как нам это сделать? Во-первых, мы хотим построить не один уровень частот А2, а значит, нам нужно сделать три уровня из пирамиды размытий. И после этого построить два уровня разниц частот. Разниц пирамид Гаусян, то есть разниц размытых картинок, то есть уровней частот. Давайте попросим DeepSeek это сделать. Но вот он предлагает это делать с даунсэмплингом, это уже что-то сложное, нам это не нужно. Нам проще будет работать с картинками одного и того же разрешения. Вот эти все ресайзы нас не интересуют. Честно говоря, в этот момент хочется отказаться от LLM и писать код самому. Давайте так и сделаем. Вот наша есть пирамида Гаусян. Назовем ее POX. А потом будем строить разницу Гаусян. Docs, соответственно. Давайте пробежимся по сигмам, которые нас интересуют. Пусть это будет 0, 0,75 и 2. 0 — это, в смысле, оригинальная картинка. Берем нашу картинку, копируем ее и делаем с нею блюр. Блюр делаем какого-то заведомо большего размера, чем нам нужно, а сигму ту, что мы только что выбрали. То есть размытие будет постепенно все больше и больше. И добавляем эту картинку в нашу пирамиду. Это все нам теперь не нужно. После этого строим доги. Как мы их строим? Ну, нам нужно просто пробежаться по уровням нашей пирамиды. Причем начиная с первого уровня, потому что нам нужно как бы схлопывать и вычитать из очередного уровня предыдущий. Значит, мы пропускаем самый первый, потому что для него предыдущего уровня не существует. Ну и берем два уровня. Предыдущий
и следующий. Ну вот он даже предлагает хорошо. И теперь берем разницу. Не забываем, что нас интересует абсолютное значение. И добавляем его в пирамиду. Нас все так же интересует визуализация, поэтому давайте вот эту часть перенесем сюда. Эту часть удалим, это просто следующий уровень. И эту часть перенесем сюда. Ну, соответственно, было бы логично и визуализацию черно-белой картинки сразу после визуализации, ее создания сделать. Здесь мы хотим сохранить всю пирамиду Гаусян. Давайте назовем ее Гаусян пирамида. После этого пишем уровень, на котором мы сейчас находимся. Здесь нам нужно теперь знать уровень. Просто добавляем перечисление индекса, в котором мы находимся, пробегаешься по этому массиву. И сохранение картинки здесь есть. Сохранение картинки здесь мы сейчас добавим. Нам нужно точно так же здесь добавить указание уровня. Запустим, проверим, что оно работает. Здесь нужно было указать число, а не просто массив, поэтому range начал ругаться. Ну и здесь у нас вычитание не сработало, потому что где-то я напутал с типами. Мы в поге добавляли поги, а не Gaussian. Была рекурсия. Вот, давайте посмотрим, что получилось. Здесь у нас есть какие-то старые картинки. Давайте зачистим все, перезапустим и получим чистую отладочную папочку. Черно-белая картинка, размытие, большее размытие, совсем большое размытие. Кажется, что вот это не такое сильное размытие, как здесь. Почему? Ну, давайте смотреть, что мы размывали. Вот мы здесь размывали. Вот мы здесь указывали сигму размытия. Сигма 0 — это вообще непонятно, что такое. Давайте, собственно, скажем, что когда у нас сигма больше, чем 0, только тогда мы делаем размытие, иначе оставляем оригинальную картинку. Проверяем. Вот у нас оригинальная картинка, некоторое размытие, большее размытие. После этого у нас есть difference of Gaussian и difference of Gaussian. Причем заметьте, что вот здесь совсем непонятно, где вообще информация, а здесь что-то просматривается, вон они белые. Мы можем, в принципе, увидеть это просто усилив. Давайте домножим это, например, на 10 и посмотрим, покажет ли он что-нибудь. Да, домножить на 10 показало. Причем, как вам кажется, этот результат, он внушает хоть какой-то оптимизм? Оригинальная картинка выглядела вот так. То есть, на мой взгляд, в целом, вот в этот момент мы подтвердили нашу гипотезу, что если вот такая картинка дана на вход, и в ней, соответственно, именно вот эта часть находится в фокусе, то высокочастотные срабатывания свертки с ядром Лапласа вот здесь говорят о том, что здесь есть маленькие объекты, которые показывают, что эта часть текстуры в фокусе. А та часть, которая размыта, вот это, например, не содержит маленьких объектов, поэтому там на высокочастотном разложении ничего не находится, а здесь находится. Поэтому, вдохновленный этим успехом, давайте двигаться дальше. И нам нужно, например, избавиться тогда от вот этих срабатываний, которые все-таки присутствуют. Как вам кажется, как от этого можно избавиться? И вообще, что это за объекты, почему там такой сильный результат свертки? Ну, там границы какие-то. Да. А нужно ли нам срабатывать на границе? Тоже хороший вопрос, да? То есть мы видим, что оно на них срабатывает, но нужно, соответственно, дальше подумать, это хорошо или плохо. То есть кажется плохо, да, потому что в картинке именно вот эта часть в фокусе, а то, что там какие-то объекты на фоне, нам скорее вредит, потому что эта часть не в фокусе, мы хотим там не сработать. Значит, там вот эти белые пятна нам будут вредить, они будут наше внимание отвлекать от этой части, которая в фокусе.
Но если мы посмотрим на следующую ступень частотного разложения, то здесь эти срабатывания еще сильнее. А значит, мы сможем вот эти срабатывания устранить на базе информации о том, что они еще сильнее срабатывают на следующих частотах. То есть с помощью non-maximum suppression мы можем устранить такие случаи. Ну, давайте попробуем проверить эту гипотезу. Давайте для начала сделаем non-maximum suppression на каждой картинке независимо. Вот так вот. И давайте для ускорения скажем DeepSeek предоставить только код из to-do. Заметим, что он добавил единички по краям, чтобы не выходить за пределы картинки. И написал код, который проходит по всем пикселям. Мне это очень не нравится, потому что это будет супер долго. Давайте спросим, нету ли какого-то maximum suppression реализованного уже в NumPy или SciPy. Из библиотек, в которых все это реализовано внутри, и за счет этого либо векторизовано, и за счет этого быстро работает, либо на C++. Ну и действительно оказывается, что SciPy реализовано. Это, к слову, пример того, что пока что, честно говоря, я скорее разочарован результатом вайп-кодинга. Используем этот max-фильтр. Что мы делаем? Смысл в том, что мы находим в нашей картинке максимумы в некоторой окрестности. Ну, например, в окрестности 3 на 3. И дальше каждый пиксель сравнивает себя из оригинальной картинки с частотами, с результатами свертки, с теми, которые находятся в окрестности 3 на 3, с максимумом по окрестности 3 на 3. Если они совпадают, то это означает, что мой сосед сильнее, что я являюсь этим максимумом по окрестности 3 на 3. Если они не совпадают, то это означает, что среди окрестностей есть кто-то, кто больше, чем я. Давайте просто посмотрим, как это выглядит. NMS — это non-maximum suppression, соответственно. Запустим и посмотрим. Ну, сохраняем, мы хотим сохранить вот этот результат. У нас нет установленного SciPy, устанавливаем. Ну и после этого мы захотим подавлять не только на этом уровне, но еще и со следующим уровнем. Как бы этого сделать? Ну, давайте в целом перенесем подавление из этого фора в отдельный фор. И пробегать будем по тем уровням, в которых есть, собственно, следующий. То есть нас интересует, на самом деле, просто самый первый уровень. Ну, давайте просто возьмем наш док. Возьмем следующий уровень. И, ну, давайте просто посмотрим на визуализацию. Уровень. Никто не оказался после подавления. Почему? Значит, мы построили битовую маску.
Возможно, ее нужно просто домножить на 255, чтобы числа были не 0 и 1, а побольше. Ну да, сохранилось. Здесь мы видим очень много чисел. То есть у нас почти все являются подавленными, а нам нужны не подавленные. Поэтому делаем инвертирование, логическое отрицание. И смотрим, что получится. Ну или что то же самое, сделать здесь знак неравенства. Вот, теперь у нас очень много результатов здесь. Почему там много результатов? Мы хотели бы ведь подавиться, ведь соседы в 3 на 3 должны были нас победить. Значит, все-таки было все правильно сделано. Значит, мы берем локальный максимум, мы сравниваемся. Так, я не знаю, что делает var, поэтому я просто сделаю doc равно localmax. Нас интересует только те... Да, все, значит, я получил примерно то же самое. Здесь почему-то очень много совпадающих чисел, там, скорее всего, они просто совпадают сами по себе по значениям. С этим можем победить очень просто, сделав... Не можем победить, но нам это не важно, какая разница. Ладно, значит, есть подавленные, есть неподавленные. Давайте переименуем логически. Кто совпадает с максимум по окрестности? Тот, кто является локальным экстремумом. Экстремум. Значит, мы визуализировали локальные экстремумы после non-maximum suppression, после подавления локальных экстремумов. Теперь давайте подавим его с точки зрения следующего уровня детальности. То есть с точки зрения следующих частот. Для этого нам нужно опять построить максимум фильтр по следующей картинке. И сравниться уже с ним. То есть нам нужно добавить логическое «и». Здесь какой-нибудь есть логическое «и». Между тем, что уже было. Ну, давайте сначала просто построим маску, где мы побеждаем относительно соседнего уровня. То есть ровно то же самое, но относительно следующего уровня. То есть наш уровень относительно экстремумов соседа. Сравнившись с соседним экстремумом, мы построили вот эту маску и тоже ее сбросили на диск. Назовем ее со словом next, следующий уровень. Ну и здесь почти все проиграли. Хорошо это или плохо? Во-первых, проверим корректность. Значит, мы взяли максимум по соседям и проверили, правда ли, что мы с ними совпадаем. Но мы с ними почти никогда не будем совпадать. Нам нужно проверять, правда ли, что мы их побеждаем, правда ли, что мы являемся экстремумами. Вот, здесь гораздо лучше. Причем заметьте, что вот эти места, где у нас были контура, здесь не представлены вовсе. Это соответствует нашему ожиданию, это то, что мы и хотели сделать сейчас. Мы хотели, чтобы вот эти более яркие срабатывания на следующем уровне, на уровне 2, поглотили срабатывание частот с первого уровня, потому что они размыты, они не в фокусе, а значит их профиль, их размер большой, и они скорее с лапласом большого размера сворачиваются сильно. Действительно, они все отфильтровались, осталась куча всякого, но кучу всякого мы оставим не сработаем вот на базе этой картинки. Она тоже подозрительно везде сработала. Возможно, потому что это шумы. Но сейчас будем разбираться. Значит, давайте применим к вот этой маске эту. Назовем их, собственно, points of focus. То есть это уже будет наша маска, которая нас порадовала. Мы хотим сделать логическое «и».
Давайте понадеемся, что вот это логическое и это оно. Так как у нас есть визуализация обоих массивов, то мы легко сможем проверить, правда ли, что результат — это то, что мы ожидали. В этом смысл вот такой отладочной визуализации. Мы всегда держим руку на пульсе и не ошибаемся в наших предположениях. А если ошибаемся, сразу об этом узнаем. Итак, что здесь осталось? Здесь остались эти точки, которые не принадлежат вот этим границам. Действительно, кто здесь исчез? Ну вот как раз эти очертания границ объектов. Не только они, кто-то еще здесь исчез. Вот эти, видимо, сильные какие-то пятна. Давайте посмотрим, где в основном исчезла. Вот здесь часть исчезла изображения. Давайте посмотрим, в фокусе ли она. Ну нет, не в фокусе, она в блюре. Так что это нас только радовать должно. И если мы посмотрим, где скорее точки не исчезали, это как будто вот эта часть. И действительно она в фокусе. То есть в целом пока все идет в ту сторону, в которую нужно. Давайте вернемся к вопросу о том, почему вот здесь везде точки почти присутствуют. Может, у вас есть какие-то идеи? И, возможно, хорошая в том числе идея подумать об этом случае. Кажется, что если мы в целом смотрим на локальные экстремумы, они будут почти всюду, потому что вся наша картинка частот выглядит как вот такие холмистые холмики. То там, то тут числа то уменьшились, то увеличились, то уменьшились, то увеличились, потому что нигде прям константы не бывает. А значит, экстремумы будут повсеместно. Но нас интересуют только сильные экстремумы. Поэтому давайте всю эту нумерацию немножко сместим. И перед тем, как строить вот эти локальные экстремумы, оставим из них только сильные экстремумы, те, у кого большое значение. Давайте посмотрим вообще распределение этих экстремумов. Соответственно, что я хочу сделать? Я хочу извлечь значение этих экстремумов, то есть извлечь значение из картинки difference of Gaussian вот этой, с учетом этой маски. После этого я хочу вывести в консоль перцентили и после этого я хочу сохранить визуализационную картинку, например, назовем ее вот так. Построить график, который покажет распределение значений. Соответственно, у меня будет создан вот такой массивчик значений экстремумов. Я узнаю статистику распределения, какие там числа бывают вообще, и увижу это в виде графика. И давайте попросим помочь нам с этим DeepSeek. Так как у нас есть маска и есть значение, то мы просто можем к значениям применить эту маску, и вот они извлекутся. Давайте это сделаем. Просто можно все скопировать. Вот мы извлекли эти значения, вот мы посчитали перцентили, вот мы их вывели в консоль, вот мы построили распределение, для этого нужно импортировать matplotlib. И давайте просто запустим. Вывелись перцентили, причем заметим, что медианное значение всего лишь двоечка, а 99-й перцентиль 21, гораздо сильнее.
Поэтому, возможно, нам нужны экстремумы только больших значений. Но, опять же, давайте меньше думать и больше смотреть на реальные данные. Посмотрев на распределение, мы действительно видим, что вот у нас находятся персентили, он еще их наложил здесь на график. Например, вот медиана, фиолетовая вертикаль, проходит вот здесь. Вот это медианное значение. До нее находится половина вот таких точек. Срабатывание и свертки на ней. Сила респонса Лапласиан фильтра. Давайте подумаем, какие из них нам нужны на самом деле. То есть, наверное, мы хотим только реально сильные срабатывания. Давайте просто попробуем отсечь. Давайте отсечем просто произвольно по значению. У нас теперь есть реальные эти числа, и просто ради эксперимента давайте построим вот эту визуализацию, но вместо вот этого давайте построим картинку, в которой значение больше, чем threshold. Ну, давайте произвольно возьмем вот этот 91 персентиль. И, соответственно, здесь нас интересует логическое «и» между теми, кто является локальным экстремумом, и при этом их результат свертки больше равен, чем наш порог. И действительно большое счастье. Вот это уже очень существенный прорыв как будто бы. Раньше у нас срабатывания высоких частот, то есть маленьких объектов, были почти всюду, несмотря на подавление локального экстремума. То есть это только те пиксели, которые как бы в своем маленьком царстве главные, а не больше, чем их соседи. Но если из них оставить только те, у кого значение достаточно большое, то почти все пиксели, которые остались, сконцентрированы здесь. А что это за часть изображения? Ну, это как раз то, что у нас в фокусе. Есть еще срабатывание вот здесь. Как их победить, как вы думаете? Ну вот если мы вспомним о краях объектов, хочется надеяться, что это как раз те, кто устраняются, как только устраняются края объектов. Ну давайте теперь добавим это, как еще один порог. Поэтому нам нужно теперь не только вот это визуализировать, но еще и точками фокуса оставить только тех, кто, во-первых, побеждает следующий уровень частот, во-вторых, больше, чем этот порог. Давайте на самом деле сохраним визуализацию и того, чтобы наш эксперимент и визуализация была максимально богатая. Здесь у нас будет более сложное сохранение на диск. То есть мы сохраняем те, кто является фокус-масками, с учетом силы трешолда. Ну, копируем просто вот этот суффикс, который мы уже использовали. И смотрим, что там получится. И здесь уже очень хороший результат, да, это буквально часть картинки, в которой точки в фокусе. Это должно нас сильно обрадовать и вдохновить, что, наверное, этот подход действительно работает. Теперь давайте подумаем, что нам нужно сделать дальше. Вообще, в чем наша задача? Мы сейчас хотели найти точку фокусировки. То есть, в каком месте картинки, например, если у нас вот такой какой-то тапочек наблюдается отсюда, мы сейчас искали, ну или вот в нашем случае диван, но неважно, мы искали точку, в которой фотография видит объект максимально резко. То есть это часть изображения в фокусе. И как будто бы мы это нашли. Вот у нас здесь есть россыпь точек. Но эти точки пока что без информации о том, на какой они глубине находятся, и поэтому мы не можем эту информацию дальше экстраполировать и распространить на всех их соседей. Мы не можем всем им сообщить, что все они победители по жизни, все они в фокусе. Давайте это сделаем. У нас же есть картинка глубин. Давайте теперь это распространим.
Что мы можем сделать? Значит, у нас есть, во-первых, маска о том, кто является точкой фокусировки. Во-вторых, у нас есть информация о глубинах. Давайте построим количество точек из этой маски распределенных по глубинам. То есть для какой глубины сколько точек присутствует в этой маске. И опять же попросим DeepSeek это сделать. Он берет нашу карту глубин, применяет к ней вот эту маску точек на глубине фокусировки. Это значение глубин точек фокуса. После этого эти значения строятся. Ну, давайте это сделаем. Копируем этот код. Фокусы, точки фокусировки с их глубинами. Здесь мы строим их распределение какое-то. Парам-пам-пам. Давайте просто посмотрим, как это будет выглядеть. Это будет 8-я картинка. Он понял, что мы нумерацией переходим от шага к шагу. Ну и в целом это распределение выглядит очень хорошо. То есть для глубин значений вот этих вот у нас точки в фокусе. Здесь показано процент точек, которые мы уже учли при движении от глубин слева направо. Здесь мы учли 0% точек, и вот он растет вплоть до 100%, то есть до единички. Очень прикольная визуализация. Здесь мы видим что? Здесь мы видим, он нам дополнительно решил подарок предложить и показать в зависимости о значениях глубины и зависимость между ними и значениями результата свертки с ядром Лапласа, то есть значение из difference of Gaussian. Ну, я какой-то корреляции не вижу. Наверное, я здесь вижу, что все-таки самые сильные результаты здесь, но опять же, не знаю, я бы это как-то не учитывал. Вот это для меня выглядит гораздо более надежно и достоверно. Хорошо, давайте теперь это удалим. Мне оно кажется не очень важным. Это нам тоже все не очень важно. И теперь давайте решим, собственно, в какой точке глубины у нас фокусировка и какие глубины мы в целом будем считать за корректный результат. Построил ли он мне вот это распределение по корзинам? Или он просто через Matplotlib это сделал? Через Matplotlib. Хорошо, я бы хотел, чтобы он мне предоставил, разбил весь диапазон глубин в указанное мною количество корзин регулярным шагом. Ну, для начала пусть это будет 20 картин. После этого для каждой корзины посчитал, сколько в ней точек из фокуса. То есть буквально то же самое, но вместо графика я хочу это увидеть в виде массива. Меня интересуют все точки фокусировки из маски с той глубиной, которую содержит вся корзина. И после этого построй график, но уже график именно всего массива, включая большое количество корзин тех глубин, где нету ни одной точки. Хорошо. В принципе, я могу даже просто-напросто удалить вот это все и попросить это сделать в DeepSeek.
Он берет минимальное и максимальное значение глубин, разбивает его на число корзин, которые я попросил. Здесь +1, потому что он, по сути, находит границы раздела глубин от корзины к корзины. После этого он засчитывает точки фокусировки по корзинам и строит гистограмму. Хорошо, давайте просто скопируем и выполним. Теперь эта картинка заменилась на вот такую. В ней все еще заметно вот такое распределение достаточно характерное и стандартное. Мне не нравится, что снизу написаны значения глубин. Меня это мало интересует, но пусть пока будет. И здесь показано число голосов. Хорошо. Эту картинку старую мы удалим. Может быть, число корзин я выбрал не оптимально, может еще что-то. Но пока давайте оставим так. Теперь, что я хочу? Я хочу сказать, что теперь я знаю, где точка фокуса, вот она, и я должен найти, собственно, минимальную и максимальную глубину, где вообще в каком диапазоне находится фокус. И дальше это, собственно, вернуть на оригинальную картинку, чтобы построить соответствующую маску. Как бы это сделать? Давайте подумаем. Но экстремум найти легко, мы просто берем здесь ту корзину, в которой больше всего суммарных голосов. Нам нужно найти еще точку отсечки слева и справа. Давайте попросим DeepSeek найти корзину с наибольшим количеством голосов, то есть с наибольшим количеством точек фокусировки. И после этого найти что? Найти, наверное, самую левую корзину, в которой голосов, ну, скажем, в 10 раз меньше, и самую правую корзину, в которой голосов, скажем, тоже в 10 раз меньше. Найди мне первую и последнюю корзину с 10-кратным меньшим количеством точек фокусировки. Он это в цикле делает, кошмар какой. Мне кажется, я лучше это сделаю. Давайте лучше это сам сделаю. Находим корзину, в которой больше всего голосов, то есть argmax, от куда он скапливал все голоса, видимо, bin counts. Да. Давайте выведем в консоль эту корзину. Мы ожидаем, что это будет корзина номер 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Корзина номер 8. И запустим сразу, проверим. Действительно, это корзина 8. И теперь, узнав, сколько голосов было за эту корзину победитель, давайте ее назовем как-нибудь более логично. In focus. Центр in focus. Теперь нас интересует первая и последняя корзины вокруг нее. Ну, например, скажем, что нас интересуют те, у кого хотя бы примерно в 10 раз меньше. Значит, нас интересует минимум из индексов, в которых... Так, ладно, я все-таки думаю, что DeepSeek с этим справится. Найти мне первую корзину, в которой
число голосов больше или равно, чем этот порог, и найди мне последнюю корзину, в которой это также верно. По-хорошему, это точно тоже транслируется через всякие, маски и потом взятие минимума по индексам и максимума, типа аргмина и все такое. Но почему-то он это делает циклом. А теперь вообще, видимо, перестал. И теперь, соответственно, нам все так же DeepSeek предлагает циклом. Ну и ладно, плевать, давайте сделаем просто хоть какой-то результат. Соответственно, найдем первую и последнюю корзину. И DeepSeek нам нашел первую и последнюю корзину хоть как-то. Ну, давайте вот так и сделаем. Скопируем это сюда. Нашли первую и последнюю. Дальше давайте добавим эти корзины, собственно, в наш график. То есть добавим первую и последнюю корзину с фокусом в эту диаграмму голосов. Парам-пам-пам. Ну, я забыл, я уже, видите, привык, я думаю, что to-do само собой выполняется, и забыл это добавить в DeepSeek. Но давайте, в общем-то, добавим это в DeepSeek. Он мне предлагает, соответственно, добавить аннотаций. Я хочу добавить вот это, видимо. То есть у первой и у последней корзины будет свой стиль, или вот это, наверное, вот это. Просто пометим регион, который в фокусе. И посмотрим, как это выглядит. Тут еще бары были созданы какие-то. Давайте это сделаем. А затем они используются. Все, давайте посмотрим. Ну вот, у нас эти 4 корзины, 4 считаются в фокусе. Давайте теперь это как-то используем. Значит, что нас интересует? У нас есть вот эта картинка, у нее есть глубины. Давайте сохраним их, кстати, рядышком. То есть мы хотим просто посмотреть на нашу карту глубины, чтобы убедиться, что она вообще, не знаю, выглядит разумно. Кроме того, мы дальше будем визуализировать немножко иначе, поэтому хочется взглянуть на нее в оригинале. Ну вот тут такая была карта глубины. Вот такое у нас распределение корзин, то есть вот этих глубин, которые мы разбили на кусочки. И мы знаем, что эти карты глубины в фокусе. Давайте теперь в глубины в те пиксели, которые из сфокусированных корзин. Вот так вот сделаем. Что он делает? Он нормализует глубины, зажимая в диапазон от 0 до 155, это мне не нравится.
но, видимо, он сделал просто черно-белым, тогда нравится. Делает еще визуализацию цветов, затем делает маску для тех глубин, которые находятся в нашем диапазоне корзин. После этого подсвечивает красным цветом те части картинки, которые в фокусе. И сохранять на диск. Ну, выглядит как то, что я его и просил. Давайте так и сделаем. Запускаем и смотрим. Вот эта картинка, вот так вот она подсветилась здесь красным, здесь красный осталось, потому что это цветовой визуализации, называющейся Color Jet. Мне, честно говоря, не нравится. Мне кажется, что я бы оставил черно-белое. Какие здесь есть еще? Ну вот давайте оставим, например, холодные цвета. Или что-нибудь, у чего нету красного цвета, меня бы устроило. Осенью, мне кажется, красных цветов много, но я надеюсь, да, красных цветов много. И еще пару попыток. Ну, океан, кстати, хорошо, наверное, подходит, потому что океан навряд ли с красным. Ну вот. Значит, вот наша карта глубины преобразовалась, добавилась красная. Мне кажется, что на самом деле черно-белый реально был здесь лучшим вариантом. Давайте все-таки его используем. Как нам это сделать? Нам нужно... Или нет, ладно, все, давайте оставим как есть. Итого, что мы сделали? Значит, у нас была картинка, мы разложили ее на размытые картинки, вычли друг из друга, тем самым получили результаты свертки с ядром Лапласа. После этого подавили не локальный экстремум, оставив только локальный экстремум, и удалили из них те, у кого результат, в принципе, очень слабый и маленький. Остались только точки уже с того диапазона, где у нас камера была сфокусирована. И вспомнив о том, что результат на границах нас тоже не интересует, потому что эти границы сильно размыты, мы, учтя предыдущий уровень частот, подавили локальным экстремумом по соседу, и у нас остались только эти точки в фокусе. Мы посмотрели на их распределение, увидели, что здесь есть яркий пик для конкретных значений глубины. И извлеча их, мы получили информацию о том, что на этой карте глубины именно эта часть в фокусе. Хорошо, теперь давайте для того, чтобы удобнее понять, насколько мы не промахнулись, визуализируем картинку. Разобьем картинку на две части, in-focus и не in-focus. Давайте просто всю часть, которая не в фокусе, сделаем черной. А ту часть, которая... И, соответственно, сохраним другую версию картинки, у которой, наоборот, вся часть, которая в фокусе черная. У нас будет две картинки, и легко между ними мигая, мы поймем, где у нас промахи, где нет, насколько граница точная. Потому что сейчас нам нужно открыть картинку, запомнить, где примерная граница, открыть вот эту визуализацию с красной зоной фокуса. И это достаточно утомительно. Хорошо. Вот это примерно то, что нам нужно. То есть мы берем... Ну, он мне предлагает использовать Depth Color, а я хочу именно картинку оригинальную брать. Поэтому я беру оригинальную, причем даже не черно-белую картинку. Без автофокуса. И сохраняю ее на диск. Давайте так ее назовем. Картинка с той частью, которая в фокусе. А то, что не в фокусе, зануляем.
И точно так же, но наоборот. Все, что не в фокусе, все, что в фокусе, зануляем. И сохраняем на диск. То есть мы как бы картинку нашу расщепили на две части. Ту, которая в фокусе, и та, которая не в фокусе. Вот эта часть в фокусе, эта часть не в фокусе. Красота. Нам может не очень нравится, что вот здесь какие-то отдельные всплески, это можно морфологическим сжатием и расширением победить, но пока пусть будет так, давайте оставим. Хорошо. Теперь давайте заметим, что, ну, это здорово, что на этой картинке как будто бы сработало. Но на самом деле это достаточно малое тестирование, и, возможно, мы просто оверфитнулись как нейросеть, переобучились на этом случае, очень хорошо решили его, но, возможно, это вообще никак не работает в остальных случаях. Здорово. Давайте, в общем-то, обработаем все остальное. Давайте наш depth anything заставим работать с каждой картинкой. Как бы это сделать? Ну, давайте вот в этом коде сделаем следующее. Вот это извлечем в переменную. И сделаем переменную, в которой сохранены все имена картинок из папки dirpath. Давайте вспомним, что мы в эту папку еще сохраняем глубины, поэтому нам нужно игнорировать картинки, у которых суффикс глубины. Давайте попросим DeepSeek с этим помочь. И после этого мы просто пробежимся по этому списку и обработаем их один за другим. Что мне еще осталось? Ну, давайте добавим здесь логирование в консоль, чтобы знать, какой процесс прошел. Обработка такой-то картинки из сталькита. Он нам предлагает... Мне нужен это не рекурсивный обход. А он сейчас как будто бы предлагает обойти все. Или нет? Наверное, нет. Да, вот он перечислил все файлы в папке и затем пофильтровал из них только то, что нам нужно. Чудно, это то, что нас интересует. Вот это нас не интересует. Значит, мы узнаем... Вот, и давайте запустим. У нас здесь их было сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13. 13 картинок. Ну вот, совпадает, 13. То есть эти две картинки он, по-видимому, игнорировал. Ну и здесь будет постепенно появляться вот эта картинка с глубинами и NumPy массив на диске, сохраненный тоже с глубинами, но в floating point. Поэтому мы с этим всем сможем работать, и это славно. Ничего здесь пока не появляется. Почему? Потому что, видимо, PyCharm не заметил. После того, как я явно форсировал обновить считывание с диска, эти картинки здесь появились. Например, вот глубины для тапочка. Вот для этого тапочка тоже глубины. Здесь. И далее. Ну, в общем, вот пока он пусть обрабатывает, а мы сделаем такой же цикл, который автоматически все обработает вот здесь. Что нам для этого нужно? Нам нужно все это обернуть в for, который узнает, какие вообще есть картинки в этой папке, подобно вот этому кусочку, поэтому давайте его скопируем просто отсюда. Target image нам теперь не нужен.
Использовался он еще где-то? Нет, не использовался. Значит, здесь мы будем использовать image file name. И, в свою очередь, image file name проходит по image file names. При этом для того, чтобы легко было следить за прогрессом, давайте не забывать писать о том, какая сейчас картинка обрабатывается. Сделаем очерк, чтобы не путать записи в логе. Ну и номер картинки. Все, что здесь внутри, сместили на один шаг. Не забываем, что отладочная визуализация создается свои индивидуальные папки, поэтому они все не перепутаются. И давайте теперь запустим эту обработку. Благодаря вот этим отладочным визуализациям мы теперь легко сможем для каждой из этих картинок посмотреть на не только результат разделения картинки на инфокус и дефокус, кстати, я назвал картинки неправильно, но еще и в ситуации, когда что-то из них сработало не идеально, мы сможем посмотреть на все промежуточные шаги и разобраться, где что-то пошло не так. Давайте, пока я не забыл название, исправим. То есть где-то в конце вот здесь должно было быть дефокус. Или out of focus, одно и то же. Ну и давайте анализировать результаты. Итак, вот такая картинка. У нее были какие-то разумные глубины, разделилась на вот эту часть и вот эту часть. Ну, давайте посмотрим подробнее. Как бы это посмотреть подробнее? Ну, например, можем просто в PaintNet накинуть эту картинку. Одним слоем и другим слоем. Это позволит нам в одном и том же пространстве находиться. Ну вот кажется, что действительно носок ботинка здесь довольно сильно размыт. Здесь он уже почти в фокусе. И здесь он уже совсем резкий, резкий, резкий. Ну тоже тут уже как будто немножко размыто, поэтому, на мой взгляд, выглядит неплохо. Наверное, проще понять, что в фокусе по плоским однородным поверхностям, как вот эта часть столика поворотная. Вот он начинается. Здесь действительно как будто больше в фокусе, да? Ну, то есть вроде бы я здесь не вижу большой проблемы. Выглядит действительно неплохо. Давайте посмотрим на следующую картинку. Можно попробовать начинать с того, чтобы посмотреть на оригинальную картинку и самому предположить, где фокус. Потому что иначе, возможно, я начинаю оправдывать результат, веря в то, во что я хочу верить. Итак, вот оригинальная картинка. Эта часть точно вне фокуса. Эта часть в фокусе. Ну, наверное, то есть пяточка должна быть в фокусе. И где-то, я думаю, вот здесь должна находиться граница дефокуса. Она может быть влево или вправо, но это вот то, что я бы как человек проставил на первый взгляд. Вот эта часть в фокусе, это не в фокусе. Ну, прекрасно, это очень похоже на то, что я подумал. Единственное, я не учел вот эту тряпочку, которая здесь у ботинка есть. Ну, действительно, это в фокусе, а это, ну, он решил, что не в фокусе. Ну да, мне кажется, правдоподобно. Смотрим дальше. Итак, вот эта картинка. Вот это, мне кажется, не в фокусе. Вот это, мне кажется, в фокусе. Итого кажется, что вот как бы вот эта часть где-то должна быть в фокусе. А вот тут уже не фокус. То есть скорее пятка фокус, здесь какая-то часть ботинка в фокусе, вот эта часть не в фокусе. Смотрим. Ну, правдоподобно. Наверное, мне жаль, что вот эта часть потерялась. И это, к слову, первая идея улучшения алгоритма. Почему она могла потеряться? Давайте проверим. Есть ли в этой части изображения голосование за то, что здесь часть в фокусе? Как нам это проверить? У нас где-то была визуализация, вот это как будто, точек, которые голосуют. И на этой части изображения точки есть. Вот это как минимум точка, да? Да, точки есть, но их мало. Почему их мало? Да потому что на этой глубине, эта поверхность тапка, которая самая близкая к нам, в принципе мало точек поверхности, и голосующих там тоже мало. Поэтому давайте сразу запишем в документах попробовать отнормировать голоса. С учетом того, сколько пикселей картинки в целом на этом уровне глубине существует.
на всем изображении. Записали, чтобы не забыть, потому что количество идей, которые появляются на ходу, довольно большое, и если мы их не будем записывать, то часть из них неизбежно потеряется. Это обидно, не хочется такого. Итак, с этим ботиночком посмотрели, работает хорошо. Смотрим дальше. Забыл посмотреть я уже заспойлерил себя. Вот картинка. Носок как будто в фокусе, пятка не в фокусе, где-то вот здесь должна быть граница, но я видел результат. А вот эта часть, наверное, не в фокусе, она, смотрите, какая-то заблюренная. И действительно, вот он, носок в фокусе, все остальное не в фокусе. Смотрим дальше. Вот такая картинка. Там не фокус, тут фокус. Пятка, на мой взгляд, не фокус. То есть я бы взял какую-то вот такую часть картинки. И да, правдоподобно, она взялась. Смотрим дальше. Вот такая картинка. Вот такая шишка. Стол абсолютно точно не в фокусе, кроме этой части изображения. Кончики этих не знаю, веточек шишки как будто бы заблюрены, но вот эта часть, в принципе, в фокусе. Давайте смотреть на результат. Вот он откусила кончики, а в целом, да, как будто очень правильно сработало. Следующая фотография, тоже шишка, здесь фокус, там блюр, тоже в основном шишка, собственно, в фокусе, возможно, даже почти что по самые края веточек. Вот здесь все по края, а здесь как будто уже блюр начинается. Она целиком взялась в фокус. Не знаю, меня не смущает такой результат. Смотрим дальше. Такая шишка. Весь фон вне фокуса. Если брать что-то в фокус, то вот эту часть шишки как будто основную. И у нас случилась проблема. У нас именно фон считается фокусом, а вся шишка считается не фокусом, потому что 12-я картинка — это дефокус. Я просто в названиях ошибся. Давайте запишем этот проблемный случай. То есть в планы запишем, что у нас есть плохие результаты на этой картинке. На следующей картинке ближняя часть этого кресла вне фокуса, стена на фоне тоже вне фокуса, а где-то здесь у нас есть фокус. То есть у нас какая-то часть кресла должна быть фокуса вместе с деревянной ножкой, и спинка, скорее вся, тоже не в фокусе. Давайте посмотрим на результат. Спинка взялась в фокус. Давайте сразу проанализируем. То есть в целом все ок, но, возможно, слишком большая часть глубины взялась в фокус. Давайте посмотрим на график. И здесь начинается достаточно понятная ситуация. То есть видимо, та часть, которая сильно в фокусе, все с ней хорошо. Но плохо с вот этой частью изображения. Как будто бы эту часть изображения, то есть то, что за креслом, мы хотели бы посчитать за размытое изображение. Значит, возможно, мы хотим распространяться из этих экстремумов не до 1/10 их результата. У них было 1400, значит, 1/10 это 140, потому что из-за этого мы такие корзины тоже учитываем. А как будто бы только вот эти 4 корзины нам нужно было реально учесть. Давайте запишем это как результат тоже. Как план. Что нам нужно брать корзины победителей, меньшее количество корзин. Или даже только тех, что рядом с корзиной победителями. То есть вот эту часть мы хотим брать в фокус, а то, что дальше вот здесь, не хотим брать в фокус. Идем анализировать дальше. Вот такая картинка. Это вся та же картинка, что мы уже видели. Вот оно взяло в фокус, вот оно взяло вне фокуса. Следующая картинка. Та же самая картинка, но большего разрешения. Видите, 3000 на 4000 пикселей, а здесь картинка была 500 на 600. Здесь мы ожидаем результат примерно там же. И слава богу, он там же. Он стал немножко уже, но в целом он там же. И переходим к следующему результату. Вот ладошка на фоне стола. Это пола. Кажется, что ладошка должна быть в фокусе вместе с часами, его ремешком.
Почти так и есть. Вот на этой глубине не нашлось, видимо, точек, которые проголосовали за фокус там. Давайте посмотрим на распределение голосов. Итак, действительно, вот он здесь экстремум, мы бы хотели здесь еще захватить. Если здесь что и поможет, то та самая нормализация, с учетом того, сколько пикселей с картинки в принципе находится на этой глубине. И здесь у нас есть сильный экстремум, возможно, мы вплоть до них хотели бы захватить. Интересно, откуда эти голоса? Давайте посмотрим на эту визуализацию. У нас есть точки с руки, причем заметим, что здесь у нас много точек в сочетании руки. Тоже интересно, почему. Возможно, мы их хотим удалить. Нужно об этом будет подумать. И у нас много точек здесь внизу с пола. Как выглядят эти точки? Ну, на мой взгляд, это скорее... Ой-ой-ой. Скорее шум. Потому что, видите, он какой-то высокочастотный. Он не коррелирует с текстурой дерева на полу. Это скорее артефакты сжатия или шум на матрице камеры. В любом случае, здесь точно есть проблемы. И не до конца пока понятно, какие именно. Чтобы вся кисть руки была в фокусе. Записали. И идем дальше. Вот есть такая черно-белая картинка. Значит, здесь я ожидаю где-то вот так вот фокус проходит. Здесь уже блюр. И дальше тоже блюр. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот здесь она взяла фокус. Я не совсем согласен. Мне кажется, это не в фокусе. Ближняя часть размыта. Ну, вот это скорее в фокусе, чем то, что было далеко. Давайте посмотрим распределение гистограмм. Ну, выглядит правдоподобно, разве что, видимо, вот это я бы отсек, потому что мне не нравится та дальняя часть, которая в фокусе. И в целом на этом бы остановился. Но с этим датасетом, с этой фотографией, наверное, приемлемый результат. Пусть так. Вот. Итого, в целом, оно довольно неплохо сработало, но примерно понятно, что нужно улучшать и более подробно анализировать. Можно действительно пытаться нормализовывать голоса с учетом того, сколько таких глубин представлено во всей картинке, сколько пикселей на этом расстоянии, потому что если какой-то объект маленький, то на нем, хочешь не хочешь, мало пикселей, а значит среди них очень мало будет голосов за то, что этот объект находится в фокусе. Вот. На этом все. Спасибо за внимание. В комментариях есть ссылка на репозиторий на GitHub. Пожалуйста, если вам понравилось, ставьте звезды репозиторию и попробуйте что-нибудь здесь добавить или изменить, или исправить. Если есть какие-то мысли, что нужно сделать, чтобы улучшить результат, тоже пишите в комментариях. Это интересно всегда обсудить. Всем пока.